Здравствуй, мои золотые. Всем привет! Давайте сегодня с вами поговорим о том, как же лошадь поощрять. Вот у нас лошадь что-нибудь сделала, но мы хотим ей объяснить, что она молодец, что это именно то, что нужно. Первое, что нужно, это научиться обязательно позитивному, положительному подкреплению. Очень рекомендую почитать литературу про, можно даже метод кликера. Ну, просто вместо кликера можно использовать любой предмет, любой звук, который вы будете издавать. Мне в свое время он очень помог, этот метод, научиться лошадь поощрять именно в нужный момент. Не когда попало, а чтобы объяснить лошади, что именно вот это вот я хочу от нее. Да. После этого, честно говоря, я этот метод уже давно переросла. Я общаюсь уже с лошадью, просто разговаривая с ней. И в качестве клика у меня используется куча слов «да», «молодец», «супер» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, все слова, которые вы слышите во время наших тренировок, которые мы вам показываем, это все тоже своеобразные клики. Только я уже вкладываю в них совершенно разный смысл и жду от лошади разных действий. Например, когда я говорю «да», это значит, лошадь молодец, но еще пора, не пора останавливаться, нужно продолжать. Когда я говорю «да, да, да», я хочу, чтобы лошадь делала это же, только еще больше старалась, еще больше вкладывала в это все своего мастерства. И училась. Да, ты классный, да. Но после того, как вы научились именно в нужный момент лошадь поощрять, дальше идет куча нюансов. Первое, что нужно понимать, лошадь работает не за еду. Лошадь работает за наши эмоции в первую очередь. И когда мы что бы то ни было делали, мы угощаем, гладим, что-нибудь еще делаем, прежде всего лошади работают за то, что мы их хвалим, за то, что мы рады, мы счастливы. Лошадям это ужасно нравится, потому что они понимают, что им источником нашей радости стали они из-за этого себя чувствуют совершенно по-другому. Совершенно замечательно, да. И такой ласковый конь, коня надо чесать. А теперь поговорим уже непосредственно про само поощрение. Итак, когда мы вкладываем какие-то эмоции, мы можем лошадь, конечно же, во-первых, угостить, да. Да, угостить можем, да. Во-вторых, почесать, погладить. Если у лошади сейчас идет период линьки, или у нее есть укусы насекомых, то с этим вообще нет проблем, потому что такую лошадь очень легко расчесать. Такая лошадь может работать просто за почесон. Конечно же, если такого нет, то так немножечко ситуация. Не надо меня лизать тоже. Да, у тебя есть соль, не прикидывайся. Он у нас такой вот ласковучий. Следующее, показываю чесальные места, где лошадь будет рада, что ее чешут. Во-первых, очень редко люди обращают внимание, вот видите, под ганашем я чешу лошадь. Да. Ты меня уже все вылезал, да? Жирочка, ты меня уже все вылезал. Да, она у нас старший среди лошадей, но к людям очень нежный, очень ласковый. Булочка, да, булочка. Вот видите, под ганашем чешу, ему это очень нравится. Меня тоже вот чешут в ответ. Следующие места чесальные. Ну, потом, когда вы уже лошадь научите, расчешете, она уже будет получать удовольствие от чесания. Потом, конечно же, вся голова. У них тоже такой чувствительный орган. Да, вот видите, он уже чешется вверх-вниз, значит, голову чесать ужасно приятно. Да, да. Следующий секрет раскрываю. Вот здесь вот лошади тоже любят, чтобы им чесали. Низ шеи и вот тут вот. Да. Дальше следующие чесальные места. Это живот, потому что лошади друг друга чешут. Вот, кстати, вот это тоже у них чесальное очень место. Вот они вот так друг друга чешут зубами. Это вы показываете лошади, что вы ей друг. Потому что чешутся зубами только друзья друг с другом. Если лошадь другую лошадь не считает другом, она не позволит себя чесать ей. Вот видите, он мне показывает, что мы дружим, он тоже меня чешет. Следующее место это, конечно же, живот. Потому что живот лошадь не может почесать себе сама, и другая лошадь живот тоже не почешет. Следующее место это у кобыл это вымя, у мальчиков, у меринов это
препуцией. Тем более, что препуция у лошадей очень нежный, он загрязняется, там все чистить, это тоже очень важно. Следующее место чесания – это вокруг хвоста, под хвостом. Очень часто люди вообще не ухаживают там скапливается куча грязи. Видите, как он хвостик поднял? Не знаю, видно вам или нет. Да, им там очень нравится. Вот вся промежность и сам хвостик. Снизу хвостик ужасно нежный, ужасно мягкий, ужасно приятный и бархатистый. И гладить там будет удовольствие не только лошади, но и вам. Следующее место, которое тоже лошади очень приятно, когда ей чешут, это задняя нога, вот тут вот. Тоже лошади очень сложно здесь почесать. О, кстати, вот видите, он тут линяет. Прям шерсть сыпется, наверное, не видно этого на камеру. И вот тут вот уже ножки. Да, вот это все у них чесальные места. Ну и потом, когда лошадь уже поймет, что чесание это приятно, то ее уже можно чесать всю. Да, всю чесать надо. Всю чесать надо лошадь. Вся лошадь нечесанная, да. Да, суперский. Вот. Чесание в жизни лошади играет большую роль. И нужно понимать, что вот иногда говорят, лошадь работает за угощение. Вы поймите, что в природе у лошади свободный доступ к еде. Именно за угощение лошади не работают вообще. Ну, только если они совсем уж голодные. Ну, мы патологические случаи не будем рассматривать. У нас лошадь работает. Вообще, лошадь нормальная. Именно за еду никогда не работает. За еду и ему, конечно же, очень нравится кушать, но именно ради еды лошадь никогда не останется с человеком, если ей неприятно. Человек должен... Да, ты меня, Лиза. У тебя две руки, чеши меня двумя руками. Где у тебя вторая рука? Чем занята? Не чешет лошадь. Лошадь не чешет вторая рука. Да что же это такое за плохая рука? Да. Такой чудный зверь. Поэтому не стесняйтесь использовать угощение. Вот, например, я использую угощение в процессе обучения. Это очень сохраняет немного времени. Научные факты, что то, что лошадь обучается чему за 40 повторений, с угощением она обучается за 7 повторений. Поэтому, используя в процессе обучения угощения, я сильно облегчаю себе жизнь. Ты меня всю и влезал. Ты меня всю облизал. И, разумеется, если лошадь уже обучена, то она может прекрасно все делать и без угощения. Ну, собственно, вы видели уже на видео, на наших других, что они могут у нас очень долго заниматься прекрасно, без угощений, и все делать, и стараться, и лезть из своей шкурки ради нас. Ради чего? Правильно, ради наших эмоций. Да, именно рядом с нами лошадь чувствует себя сильной, смелой, красивой. Да. А когда у лошади нет человека, который ее любит, который о ней заботится, она чувствует себя несчастной, брошенной. Это очень заметно вот по занятиям, как лошади в процессе занятий поднимаются в иерархии в стаде. Если, ну, конечно, тогда, когда вы используете дружбу, а не доминирование. Если вы будете над лошадью доминировать, она, скорее всего, в табуне, наоборот, может опуститься в иерархии, потому что она будет чувствовать себя несчастной. Ну вот, кратенько про поощрение лошади. Успехов вам в работе с вашими конями.